Друзья, всем привет! Сегодня будут ответы на вопросы. Я выбрал несколько самых популярных вопросов и постараюсь я сегодня на них ответить. Я лично покупал автомобиль за доллары, за наличные доллары, не переводом, ни евро, ни российские рубли, ни белорусские рубли. За доллары я покупал автомобиль. Кто-то говорит, что можно купить за белорусские рубли, кто-то говорит, что можно купить за российские рубли. Можно ли российские рубли поменять в Беларуси на доллары? Либо сначала на белорусские рубли, потом на доллары уже. Да, можно. Опять же, конвертации говорят плюс примерно 15 рублей. Вам это обойдется. Поэтому устроит вас это или нет, уже вам решать. Я бы, наверное, сразу либо с собой повез бы евро, либо доллары. Как повезти? На этот вопрос я вам тоже отвечу чуть попозже. По крайней мере, я вам расскажу свой способ, как я перевозил деньги в Республику Беларусь. Сколько по срокам заняло изготовление СБГТС, электронный ПТС. Кнопка ГЛОНАСС мне шла до Казани 3-4 дня. Стоило мне это 55 тысяч рублей. На сегодняшний день кнопка ГЛОНАСС не требуется для того, чтобы машину на учет поставить. Так что вы можете обойтись и без этого пункта. СБГТС и электронный ПТС все вместе мне обошлось примерно 40 тысяч рублей. Документы готовились примерно неделю, может чуть больше. Но вопрос был не в той конторе, куда я обращался, а вопрос был во мне. Потому что они мне отправляли анкету для заполнения. Я там 2-3 дня не мог заполнить эту анкету и отправить им. Потом мне нужно было отправить анкету по электронному ПТСу. Тоже я пару дней задержал. Но все вместе, я думаю, вот примерно недели-полторы все это мне готовилось. С тем учетом, то, что я вот так тянул время. Сейчас, на сегодняшний день, говорят, по крайней мере, та контора, в которой я делает СБГТС и электронный ПТС примерно 3-4 недели. Мне вот последний раз звонили, говорили, что уже прошло 3 недели и до сих пор никакого ответа пока нет. Потому что сейчас очереди, народ хлынул и в Беларусь, и в Казахстан, где я заказывал СБГТС, электронный ПТС. Я находил контору в интернете. Есть много контор, которые являются, скажем так, партнерами этих лабораторий. Но если вдруг не сможете найти, напишите мне, я вам скину номер, где вы сможете сделать СБГТС и электронный ПТС. Но опять же повторяюсь, в том месте делается уже более 3 недель. Поэтому если вас это устроит, пожалуйста, пишите мне, я вам отправлю контакты, и вы сможете спокойно заказать себе СБГТС и электронный ПТС. Купленный мой автомобиль был растаможен на льготника или нет? Мой автомобиль был растаможен по обычной ставке. В Беларуси многие автомобили растамаживаются на льготников с 50% скидкой. И якобы, когда сюда в Россию привозишь, таможня требует доплатить вот эти остальные 50% таможни. Я не знаю, что вам ответить, но я вам скажу одно. Я ни разу не слышал, чтобы тут кто-то доплачивал эти 50% в таможне. Ни разу не слышал. Кто-то там в комментариях писал, если ты в таможню приезжаешь и говоришь то, что автомобиль был в Беларуси растаможен на льготника с 50% скидкой, тебя заставят доплатить остальные 50%. Ну не знаю, мне кажется, это маловероятно, потому что в этом-то и вся суть, почему там машины дешевые, потому что многие автомобили растамаживаются на льготников. Вот и получается, что у них машины дешевле, чем у нас в России. Было. Я сейчас, кстати, в последнее время смотрю автомобили, цены все-таки выше стали. Например, те машины, которые стоили примерно 20 тысяч долларов, они сейчас уже стоят 22-23 тысячи долларов. Примерно похожие машины. Я не говорю конкретно эти же машины. У нас, по-моему, цены чуть-чуть стали ниже в России. Какие минимальные требования для ввоза автомобилей из Беларуси в Россию? Евро 4. И вот в моей практике было такое, что автомобиль 2005 года поставили на учет.
Надо было написать жалобу на инспектора ГИБДД. Это не вопрос, конечно. Была проблема, инспектор ГИБДД не поставил мой автомобиль на учет. Друзья, я жалобу написал. Мне позвонил другой инспектор, как раз таки инспектор, который занимается, скажем так, качеством обслуживания клиентов, да. И знаете, что он мне сказал? Оба инспектора поступили неправильно. И тот инспектор, который меня не поставил на учет, и тот инспектор, который меня поставил на учет. Первый инспектор, который меня не поставил на учет, он неправильно мне объяснил, что нужно сделать в итоге. Не надо было, естественно, меня гонять, он говорит, на таможню, в центральный ГАИ, ну и так далее. Тот инспектор, который меня просил в центральном ГАИ внизу в договоре от руки прописать сумму в рублях, этот инспектор тоже допустил ошибку, потому что договор купли-продажи я не могу вносить изменения в одностороннем порядке. Нужно было тогда прописать и у него в российских рублях, и у меня, и каждый должен был бы расписаться. Вот. И получается, этот документ, он тоже не действительный. Но так как уже мой документ приняли, и у меня автомобиль стоит на учете, мне, грубо говоря, ничего не нужно делать. Я спросил, что нужно сделать в будущем, чтобы как бы автомобиль просто приехать и поставить на учет. Ну, в принципе, так же, как я и говорил в прошлом видео, постарайтесь договориться, что где-то в скобках хотя бы маленьким шрифтом, допустим, 45 тысяч белорусских рублей равно столько-то, столько-то российских рублей. Либо, если в договоре купли-продажи продавец отказывается вписывать сумму и в российских рублях, надо поехать в банк, белорусский банк, пока вы находитесь в Беларуси, поехать в банк и взять выписку с банка о том, что 1 белорусский рубль равно стольки-то российским рублям на такую-то, такую-то дату. То есть дата должна совпадать с датой ДКП. Если вы даже такое не сделаете, возможно, вы сможете в любом случае машину поставить на учет. Как бы, вот эта система, конечно, она у нас как бы в России в ГИБДД еще не откатанная, скажем так. И один инспектор может сделать так, один инспектор может отказать, третий инспектор вообще может там третий вариант предложить. Но тот вариант, который вот мне объяснили по телефону, он является действительно самым лучшим и правильным вариантом. Где я брал доллар и как я повез доллары в Республику Беларусь. Где я брал доллары, он вам не подойдет. Я вам даже больше скажу, он даже сейчас и мне не подойдет. Это был единичный случай. В следующий раз я уже так не смогу сделать. Но тут никакого секрета нет. Тут и знакомые помогли, и родственники помогли, и друзья помогли, скажем так, да. Поэтому я вам подсказать, где брать доллары, наверное, не смогу. Как я повез доллары? Доллары я наличные повез в поезде. Поезд называется, скоростной поезд называется «Ласточка». Из Москвы до Минска я повез с собой в сумке более 20 тысяч долларов. Никто меня не проверял. В Смоленске была 5-минутная, по-моему, стоянка. Пограничники зашли, проверили паспорта. Сумки, карманы никто у нас не проверял. Поэтому я доехал спокойно. Проблем с этим не было. Но, друзья, я вам так скажу. Из России с 22 марта этого года нельзя вывозить более 10 тысяч долларов. В Республику Беларусь нельзя завозить более 10 тысяч долларов, не задекларируя. Если задекларируете, пожалуйста, вы можете завозить. Но из России, хоть декларируй, хоть не декларируй, нельзя вывозить. Поэтому то, что я сделал, возможно, мне это повезло. Но я не знаю, друзья, вот я вам просто рассказал свой случай, как я повез доллары. Вы сами смотрите. Можете там купить доллары, но я думаю, вас курс не устроит. Курс там будет примерно, если биржа будет стоить 60 рублей, там будет стоить вам купить доллары 75-80 рублей. Это слухи, но мне нет смысла не верить, потому что я не слышал, чтобы кто-то там покупал доллары. Вот. Я думаю, это невыгодно будет. Если вы там купите доллары, возможно, вам проще будет уже купить машину тут в России. Потом, еще по поводу завоза денег, друзья.
Если вы летите из Турции или, например, из Узбекистана, там есть красная зона и зеленая зона. Зеленая зона — это для тех людей, которые с собой не перевозят вещи, которые должны декларироваться. Так как в Республику Беларусь нельзя завозить более 10 тысяч долларов, не декларируя, этот человек должен идти в красную зону и там задекларировать деньги, которые более 10 тысяч долларов. Задекларируете и, скажем так, идете дальше. Если вы идете через зеленую зону и вас обыскивают, все деньги более 10 тысяч долларов, которые у вас были в кармане, у вас отберут, и больше никогда вы эти деньги не увидите. Были такие случаи уже, это реальная ситуация, как бы поверьте просто на слово и не делайте такого. Вот. Если вы летите из России в Беларусь, говорят, что там нет красной и зеленой зоны, и вы без проверок просто можете пройти и как бы пронести деньги. Может быть, не знаю. Опять же, на свой страх и риск, друзья. Как растамаживать автомобиль из Республики Беларусь в Россию? Друзья, тот автомобиль, который был растаможен уже в Беларуси, в России растамаживать не нужно. Вам только нужно будет тут купить электронный ПТС и СБГТС сделать, если у вас автомобиль был привезен после марта 2021 года. Если до этого была машина привезена и растаможена, вам нужно сделать только электронный ПТС. Как проезжать таможню Республика Беларусь и Россия? Друзья, как таковой таможни нет. Стоит пограничник, подъезжаете на машине, вот прямо посреди трассы, вы в окошко показываете свой паспорт и сразу проезжаете. Это занимает там, не более 15 секунд, если там очередь нет. Во сколько обошлась мне машина, которую я привез? Я привез автомобиль BMW 3 серии 2017 года. Я покупал автомобиль за 20 600 долларов. Если умножить это на 65, получается 1 339 000. Грубо говоря, 1 340 000 рублей. Кнопка ГЛОНАСС 55 000 рублей. Электронный ПТС, СБГТС 40 000 рублей. Поездка в Белоруссию, всякие страховки и так далее. Все вместе, с машиной вместе, у меня обходится 1,5 миллиона. Какие документы я с собой брал? Техпаспорт, это тот документ, который зеленого цвета. Договор купли-продажи. Счет-справка. Счет-справку, кстати, у меня нигде не спрашивали. Это тоже некий договор купли-продажи. Бриф немецкий. Это, скажем так, таможенный документ. Я этот документ везде показывал. И на таможне показывал, и в ГАИ показывал. Но этот документ, он у меня таки остался. То есть его мне вернули. Возможно, он даже не нужен. Но я думаю, его все-таки нужно с собой брать. Копия документов удостоверения таможни. Таможенная декларация. Опять же, это копия. Ну и я делал временная ОСАГО в Беларуси. Стоило это там копейки, рублей 200-300, наверное, в переводе на наши деньги. Это чтобы, скажем так, проехать из Минска до таможни России. Без проблем, чтобы проехать вот этот промежуток. В России какие документы надо получать, куда надо ехать? Я поехал сначала, оплатил утиль-сбор. Чтобы оплатить утиль-сбор, я зашел на сайт таможни, распечатал реквизиты таможни для оплаты утиль-сбора, зашел в Сбербанк, оплатил 5200 рублей по реквизитам таможни. Ну и поехал я потом на таможню в городе Казань. Прежде чем поехать на таможню, вам надо будет найти свой номер двигателя. И желательно будет даже хорошо, если вы этот номер двигателя еще посмотрите при покупке автомобиля в Беларуси. Вот, вам нужно будет, скажем так, почистить, выписать на бумажку этот номер двигателя, поехать на таможню и уже там вписать в бланк номер двигателя своего автомобиля. Показывайте все документы, которые привезли из Беларуси. Показывайте квитанцию о том, что вы оплатили утиль-сбор. Они проверяют, пришла ли оплата. И после этого вы уже идете оформлять СБГТС и электронный ПТС. Следующий шаг. Едем, проходим техосмотр. 1000 рублей это у нас в Казани стоит. Получаем ОСАГО 15 500 я оплатил. Ну и потом едем в ГИБДД.
ставить автомобиль на учет. Все, друзья. Я думаю, на многие вопросы я ответил. Всем спасибо. Всем пока.